Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня в видео я хочу показать свои готовые работы и носочки, и игрушки, которые я смастерила за последнее время, которые еще не показывала. А также расскажу о своих покупках, приобретениях, которые я совершила на этой неделе. Ну и немного о планах и текущих процессах. В прошлом видео я вам показывала этого зайчонка. Это у меня уже второй такой зайчик, связанный по мастер-классу Гризли Мама. Первый я продала на ярмарке. Ну, в пару к этому зайчонку я связала еще одного. Это уже третий такой зайка. Все они в таких приятных нежных оттенках у меня выполнены. Этот нежно-пудровый, потемнее. А этот светло-персиковый зайчонок. Очень красивые. Они между собой очень гармонично смотрятся, сочетаются. И вот такие две подружки у меня связались. Ну, слишком подробно я не буду на ней останавливаться. Также здесь хвостик, все как положено. Этих зайчиков мы уже с вами рассматривали в предыдущих видео. Вот такие два красавца у меня в коллекции моих игрушечек. Сейчас хочу рассказать об одном очень приятном эпизоде. Когда я стояла на ярмарке в последний раз в парке, ко мне подошла девушка Ксения. Ну, мы с ней познакомились, конечно же, на ярмарке, и вручила мне вот такой крючок. Просто безвозмездно в подарок. Это было так приятно, неожиданно. Я давно мечтала о таком крючке, 2,5 миллиметра, тюлип, крючок японский. Я у нее спросила: вы гуляете здесь в парке с ребенком? Она: нет, я специально приехала к вам, знала, что вы будете на ярмарке, и вот специально привезла мне крючок. Ксения, если вы смотрите это видео, спасибо вам огромное. Это очень ценный для меня подарок. Я его снова упаковала в коробочку, чтобы показать, в каком виде такие крючки вот выпускаются. Конечно же, я его уже распаковывала и вязала им уже игрушки. И сказать, что этот крючок сам летает, это ничего не сказать. Вот действительно, как говорят, и как Ксения мне написала, что крючком тюлип вязать в 2 раза быстрее, скорость увеличивается. Ну, не знаю, в 2 раза или не в 2 раза, но то, что вязать им намного удобнее, чем обычными крючками от гаммы, это, конечно же, несомненно, приятнее и быстрее. Крючок входит как по маслу, и если есть возможность приобрести у вас такие недешевые крючки, то, конечно, не стоит на этом экономить. Это, конечно, вязание небо и земля. Я вот теперь думаю, может быть, приобрету крючки и других размеров, именно для игрушек. Тоненькие крючки, 1-1,5, вот в таком диапазоне мне также моя подписчица присылала. А именно вот такого толстенького крючка у меня не было. Ну, вот видите, как коллекция моих крючков также пополняется, моих инструментов. Это неотъемлемая часть меня уже, инструменты. Я радуюсь каждому такому подарочку. Спасибо большое, Ксения. Порадовали так порадовали. Так, вот такой крючочек, я его распаковала. Очень гладкий металл. Ручка прорезиненная, приятно держать в руке, не выскальзывает. Легенький, ну прелесть просто. Как мы знаем, следующий 2024 год будет годом зеленого дракона. И я вроде бы как и не планировала вязать драконов. Как-то мне они не очень нравятся, все, которые я вот вижу на просторах интернета, и схемы, и готовые работы. Но мимо этого красавчика я пройти не могла. Вот такой дракончик зеленый у меня связался. Я вязала его из пряжи Ализе. Так, как же называется она? Так, это Ализе Лана Голд. Из головы вылетела. Зеленая пряжа. Крылышки это
и шипы, гребешки из Yarn Art джинс и брюшко также. Глазки на безопасном креплении. Бровки вышила, щечки из мулины. Вот такой дракончик у меня связался. И все благодаря этому волшебному крючку. Посмотрите, какой он лопатулечка. Такой миленький, добренький. Так, тут пушок какой-то. Синтепон. Белые крылышки. Так, и рост такого дракончика у меня получился. Зайчиков пока уберу. Так, линеечка у меня. Ну вот от верха гребешка до кончика лапок. 24,5-25 сантиметров. Вот такой. Он и небольшой, и не маленький, среднего размера. Не знаю, буду еще вязать его. Нет, вот эта пряжа зеленая у меня закончилась. А из другой пряжи, конечно же, он получится другой фактуры. Ну, может быть, и из джинса также свяжу. Но для джинса, наверное, 2,5 все-таки крючок великоват. Джинсы обычно вяжут 1,9-2 миллиметра. Ну, попробую этим крючком. Какие-то игрушки я вязала из джинса и 2,5 миллиметра. Дракончик этот связан по иностранному мастер-классу в переводе на русский язык. Я в группе в Телеграме опубликую описание этого динозаврика, дракончика. Крылышки есть, значит дракончик. Длинная шейка. Вот такой миленький динозаврик, дракончик у меня получился. Так, кладу в коробочку сейчас. Недавно в Фикс Прайсе я купила плюшевую пряжу. Вот такие наборы продаются. Набор для вязания шарфа. Это у меня цвет верблюжий такой, песочный. Не буду пока распаковывать. Также покупала зеленые моточки, но она у меня уже закончилась. Связала из нее вот такие брелочки. Вот что касается моего мнения, эта пряжа не очень для игрушек как-то подходит. Мне как-то не очень она понравилась. По качеству, ну, для брелочков, конечно, подходит, нормально, подойдет. А вот для игрушек как-то, ну, не знаю, может быть, кому-то и нравится. Вот зеленый такой моточек. И покупала моточек вот такой сиренево-серый. В набор входят также вот такие спицы пластмассовые. Ну, дешевые наборы из Фикс Прайса. Но я же не знала, что оно такого качества. Взяла расцветки, которые мне понравились. Ну и чтобы нитки не пропадали, я решила связать из них люлечки. Сейчас я вам покажу, какая люлька у меня получилась и что мне для этого понадобилось. И почему у меня возникла идея связать такие люльки. Также мне в магазине попалась, но это другой магазин, для офисных работников. И там есть отдел для рукоделия. Я купила 2 упаковки вот таких заготовок. В каждой упаковке по 2 штучки. Размер ее 24,5 на 13 сантиметров и 3 миллиметра в толщину. Я взяла 2 наборчика таких. Один набор стоит порядка там, так, сейчас чек я посмотрю, 48 рублей. Одна дощечка, получается, стоит набор 95-96 рублей стоит. Не знаю, дорого это или дешево, может быть, на Валбересе надо было посмотреть. И, конечно же, размер этих донышек не очень маленький, но я взяла на пробу, никогда не вязала ни корзиночки, ни люлечки. Решила попробовать, хочется что-то новенькое испытать, какой-то процесс, чтобы был не монотонный, однотонный, а какие-то новые изделия также вязать. Так, один набор я, конечно же, уже распаковала. Вот что они себя представляют. Очень чистенькие, без сучка, без задоринки, хорошие такие донышки. Все аккуратненько выполнено, ни занос, ничего нету. Краешки все качественно обработаны. И связала вот такую люлечку.
Не маленькая она, конечно, у меня получилась, но кому-то, может быть, и такая люлечка понравится. Хвостик надо обрезать, я его уже спрятала. Так, мне осталось сделать постель. Я еще не решила, буду вязать матрасик или шить. Но мне больше нравится, когда в игрушке несколько фактур. Надо, чтобы было, допустим, и вязаное, и сшитое, вот как в зайчиках, например. Одно дело юбочка, если бы была также вязаная крючком, но вот другое дело, мне вот нравится, когда на вязаных игрушках одежда сшитая или связанная спицами, если игрушечка связана крючком. Если игрушка связана спицами, то хорошо смотрится, когда одежда связана крючком. Так, вот мне надо сделать какой-то матрасик, это я просто как для примера. И нашла у себя вот такие подушечки, я их давно уже вышивала, и у меня там внутри лаванда. Это как саше для гардероба. Подвешиваю их там на плечики, вот на вешалке. И, ну, надо мне уже лаванду там поменять, старенькие подушечки. Какую-то подушку сюда в люльку также придумать. Так, и подбирала я игрушечку, которую можно положить в люльку. Мерила вот этот зайчик. Мне кажется, он как-то маловат. Можно как-то покрупнее игрушечку сюда. Так, вот этот медвежонок. Как-то он полусидя здесь тоже, он не очень по размеру. Так, может быть, подушечку надо не поставить, а положить. Ну-ка. Но мне надо игрушку подбирать. Сегодня хотела связать зайчика сюда. Но опять же, тяжело игрушку выбрать подходящую точно в размер. Хотела связать зайчика. Сейчас вот покажу. У меня получилась собачка. Вот так, наверное, очень даже будет хорошо смотреться. Вот он как бы и не сидит, и не лежит. Вот так вот люлечку вот так форму придадим. И нужно связать вот пледик. Я хочу, чтобы был вязаный, но уже ниточка не плюшевая, а может быть какая-то шерстяная или акриловый пледик. Но это мне надо пряжу подобрать также вот под цвет всей игрушки. Так что у меня сейчас задача сделать постель для люлечки, матрасик, подушечку и одеяльце. Так что буду вязать еще такие люлечки. Можно и комбинировать с другим цветом. Сделать кайму, например, такую. Ну, всю пряжу буду, конечно же, использовать, чтобы она не пропадала. И вот это верблюжье также будет красиво на люлечке смотреться, но нужно подобрать будет игрушечку. 4 люлечки у меня точно будут, потому что есть 3 донышка. Так, вот такая люлечка. Вот ее можно за ручки брать ребеночку. Такая удобно все. Обвязала соединительными столбиками цепочку из воздушных петелек. Вот хорошенькая такая уютная игрушечка будет украшать какую-то комнату для маленькой принцессы. Ну давайте рассмотрим. Собачка какая у меня получилась. Я связала ее сегодня утром буквально. Хотела зайчика. Но когда я посмотрела в эти глаза, все, решила, что это собачка. Никакой это не зайчик. Вот говорят, у каждой игрушки свое лицо. Так и есть. Вот собачка и все. Я уже думала, ну хотя, если ушки поднять, вроде бы как и зайчик. Но нет, пусть будет собачка. Я хотела сделать висячие уши. Думала, может быть, подлиннее. Ну, собачка тоже хорошенькая получилась. И рост ее у меня, давайте от макушечки, ушки не будем в расчет брать вверх, не поднимаю их, 24 сантиметра. Вот. Люльку также быстро связала, ну, за вечер, там не знаю, сколько надо время было засечь. Ну, я в следующую люлечку буду вязать, я постараюсь время как-то измерить, сколько у меня уходит на вязание такой люлечки. Вот такой собачонок. Ой, хвостик опять не сделала. Да что ж такое, вот с хвостиками у меня проблема. Так, вот так он в люлечке будет у меня теперь отдыхать. Вот, какая прелесть. Красота. Так что пряжу такую пойду сейчас еще на прогулку, зайду еще куплю. Посмотрю, какие там цвета. Там было много расцветок, но я выбрала, какие больше мне нравятся. Посмотрю, может быть, что-то новенькое какое-то привезли. Наверное, зеленая люлечка будет красиво смотреться по-новогоднему.
Может быть, и зеленую пряжу куплю сейчас. А если дело так пойдет, может быть, и донышки еще куплю потом. Посмотрю, как будут покупать такие игрушки на ярмарке. Так, ну и если я зашла в магазин, я же не могу остановиться на чем-то одном. Вот донышки купила, ну и заодно так, купила вот такие пуговички деревянные. Они мне очень нужны. Буду вязать лошадок, каталки, которые мы с вами вместе вязали к Новому году. Хочу связать их красненькие, чтобы вешать на елочку. И также такие пуговички мне подойдут для кофточки детской, которую я вам показывала также в одном из видео. Сейчас я все думаю над вышивкой, которую там сделать на этой кофточке. Ну, пуговички, мне кажется, такие вот лесные подойдут. Я хочу там, наверное, все-таки мухоморчики вышью. Или желуди. Енотики, лисички. Ну, не знаю, ну, подойдут такие вот пуговички. Очень мне они были нужны. А тут увидела и купила. Так, купила глазки. Вот такие пришивные на петелечках. Такие подвижные. Не буду сейчас распаковывать. 15 миллиметров, 20 штук. Они недорогие. Так, сейчас посмотрю в чеке, сколько они. Так, 12 миллиметров. Это вот эти глазки. Это клеевые глазки. Они стоят 80 рублей, 30 штук. А вот эти 20 штук, 15 миллиметров, стоят 82 рубля. 10 пар получается. Пара 8 рублей. Ну, нормально. Я хочу вязать с такими глазками брелочки, миньончиков, такие лупастенькие, чтобы были, лягушата. Ну, такие глазки нужны. Мне даже больше нравятся пришивные, чтобы они уж точно не отвалились. Ну, если брелочки, можно и клеевые. Так что 2 упаковочки глазок. И купила вот такие наклеечки. Так, это по акции. 80 рублей, 24 наклейки. Сейчас я их распакую. Так, вот такие наклеечки. Почему они наклеивают? А, ну клеевая, тут пленочка, да, вот отклеивается. Я хочу их вручать на ярмарке своим покупателям, деткам. Купили игрушечку, а я им еще в подарок вот такую наклеечку. Дети любят такие маленькие сюрпризики. Это тоже наклеечка одна считается. Эти, конечно, я себе оставлю. Мандаринчик, листик. Ну, большие вот отберу сейчас. Ежик, ну, прелестные. Пандочка, львята, вот, зверята. Видите, какие. Коала, зайчики. Ну, прекрасные. Мне не очень понравились. Белочка. Так, интересно, листик тоже считается с бананчиком. Сейчас я их пересчитаю для интереса. Да, пересчитала. Это тоже наклеечка. 24 штуки вместе вот с этими малышками. Ну и так, ну прелесть, красота. Так что вот такие наклеечки у меня будут, маленькие презентики деткам. А еще если детям даешь выбирать, вот высыпешь целую кучу, скажешь выбирай, это им еще больше нравится, когда у них есть такое право выбора. Ну это любому человеку так понравится. И он выберет то, что ему больше всего приглянулось. Какого зверька он больше всех полюбит. Так, вот такие наклейки. В том же магазине я купила еще вот такой рулончик крепированной бумаги зеленого цвета. Также она недорогая. Буду использовать ее для упаковки посылок, игрушек, носочков. Стелить ее в коробочки, заворачивать. Вот зеленого цвета рулончик. Не знаю, надолго мне хватит ее, ненадолго. Но пусть будет. Как говорится, лишним в хозяйстве ничего не бывает. И такой рулончик бумаги стоит 57 рублей. Так, это такие покупочки. На Вайлдберрис заказала также вот карабинчики металлические, подвески для брелков, для ключей. Вот, они у меня быстро расходуются, поэтому это вот все у меня тут в коробочке моей рукодельной. Сейчас хочу показать
показать носочки, какие у меня получились. Начало их я вам показывала в предыдущем видео. Вот довязала их, и вот такие очаровательные носочки. Я их только что сняла с блокатора, вчера на ночь постирала, и вот такие прелестные, аккуратненькие носочки. Так, размер их у меня 19,5 сантиметров. Я смотрю на свою табличку. Вот у меня вот такая таблица. 19,5 это размер 31. Все-таки сделала я мысочек, как и резинку. Пяточка темненькая. Решила тут не мудрить. Хорошие носочки. Высокий такой паглинок. Ну, не то, что высокий, среднего, конечно, длины, но не короткие носочки. Постирала вот эти носочки, все. Они раскрылись, распушились. И связала еще одну пару носков. Вот такие носочки. Также их сегодня я сняла с блокаторов. Но это носки немножечко побольше. Так, размер их 20,5. Это размер, смотрю по своей табличке, 32. Также вязала методом Helix, использовала остаточки пряжи. Но все равно такая пестрая у меня еще осталась. Детские носочки одни какие-то у меня получатся из остаточка. Вот. А на фон брала однотонную пряжу молочного цвета. Такие пушистенькие. Это итальянская пряжа. Очень хорошая. Такая на ощупь приятная, теплые носочки. Вот. И завтра, если пойду на ярмарку, возьму их также с собой. Так что носочки меня не отпускают. Продолжаю их вязать. Сейчас у меня в процессе еще 3 пары носков. Вяжу одновременно их. Одни повяжу, вторые повяжу. Как будто бы смена деятельности. Хотя, в принципе, все одно и то же. Так, вот эти брелочки мы с вами вязали. Я также их кладу в корзиночку готовых работ, в коробочку. Как вы знаете, у меня болезнь в острой форме, которая называется хомякоз или хомячество, или пряжемания, не знаю. Носочную пряжу я не перестаю покупать. Заказала еще вот такую пряжу Alize Comfort Superwash. Ну, это всем известная пряжа носочная. Вот темно-серого такого меланжевого цвета. Это Color 182. Мне она очень нужна. Она комбинируется со многими расцветками. Ну и такая секционного крошения. Цвет 2695. Спрашивают на ярмарке именно носки не яркие, а потемнее. Даже однотонные черные кто-то спрашивал. Ну, буду вязать вот такие мужские носки. Хотя у меня такой моток уже есть. Ну, нужна такая пряжа, пусть будет в запасе. Про запас так, про запас. Запасы у меня не маленькие. Ну, я очень рада. Так, и еще купила носочную пряжу. Астра Сок. Моточки по 50 грамм, поэтому взяла 2 моточка. Эта пряжа сделана в Перу. В составе 75% мерино вул, шерсть мериносовая, и 25% нейлона. Очень мягкая, нежная пряжа, в 50 граммах 200 метров. Я уже покупала такую пряжу, вязала из нее носочки нежно-розового цвета. Я сейчас фото прикреплю на экране этих носочков. Если вы вязали из этой пряжи, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ваши впечатления. Но мне она очень понравилась. Носки нежнейшие, мягчайшие, тепленькие, на ощупь шелковистые. Если вот эту пряжу мы щупаем, она как-то прям шерсть такая шершавенькая. Вот это прям как шелк. Может быть, из-за нейлона, я не знаю. И носки в прошлый раз у меня купила
женщина, они подходили с мужем, с ребенком, купили 3 пары носков, каждому по паре. И потом я сказала: вы посмотрите вот на эти носочки, пощупайте их. Она их взяла в руки, прижала к груди и не могла оторваться. И купили у меня 4-ю пару. Хотя муж сказал: давай, может быть, в следующий раз купим эти носки там. Она сказала: нет, беру, и все, даже он с ней спорить не стал. Вот хочу еще, наверное, закажу такую пряжу. Там такая палитра у них интересная, все цвета благородные, очень приятные для глаза. Ну, конечно, она не дешевая, поэтому я как-то сдерживаю себя, чтобы не купить. Ну, не знаю, насколько хватит моего терпения. Может быть, и куплю такую пряжу еще. Вот. Очень, конечно, хотелось бы. Но носки из нее получается действительно прям, нога в них так и тянутся они хорошо. Чувствует себя комфортно ножка. Не колючие и тепленькие. И самое приятное, что вот они мягкие. Вот. Так что, если такая пряжа вам попадется, я рекомендую ее приобрести. Сейчас я вяжу воротничок. Давно не вязала воротнички, как-то соскучилась даже по ним. И хочу записать видео про этот воротничок. Будем вязать его вместе. Хочу смонтировать видео про воротничок. Но сейчас я вам его не буду показывать, чтобы была какая-то интрига, какой воротничок я выбрала. Может быть, кому-то понравится его, и вы свяжете его вместе со мной. Планирую сделать мастер-класс на тот воротничок в ближайшее время. Так что следите за моими новыми выпусками. Можете поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. На этом буду закругляться. Не буду больше отнимать вашего драгоценного времени. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Я люблю смотреть такие видео под вязание. Интересно какие-то идеи для себя подчерпнуть, новиночки, узнать, чем живут другие мастерицы, чем дышат. Всего вам самого доброго. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч.